Дамы и господа, я рад приветствовать вас на канале Рыболов Копатель. Доброго утра, доброго времени суток. Желаю вам приятного просмотра, здоровья, мира и добра. Ну а я сегодня снова один, и в очередной раз, уже в который раз, я приезжаю на место большого немецкого поселка, на его руины. Сегодня мы пойдем с вами на новые локации в этом поселке. Пойдем в другую его часть относительно тех мест, где мы с вами были в последние несколько выездов. Домов здесь, как я уже говорил, было очень много. Много вот таких мест. Посмотрите, вот типа как здесь. Не проехать, не пройти. Но сейчас туда, в принципе, возможно залезть и проверить, прозвонить. Потому что летом-то вообще не представляется возможным перемещаться по таким зарослям. А сейчас, в принципе, зелени нет, насекомых нет, жары нет. И почему бы, собственно, и не залезть, и не прозвонить. Потому что сигналов очень много. И много интересного попадалось. Кто не смотрел прошлые выпуски, заходите в архивы канала, посмотрите. Интересный факт обнаружился. Даже подписчики это заметили. Дело заключается в том, что очень мало монет попадается. И это действительно так. Вот сколько раз здесь не были, редко когда найдешь монету. Правда, генерал вот на похожей дороге, как за моей спиной. Посмотрите. Вот такая, казалось бы, дорога. И генерал умудрился найти, по-моему, литовскую серебряную монету. Прямо на дороге лежала. Мне здесь только фениги попадались. И один раз, несколько лет назад, ближе к лесу, далеко от этого места, но тоже в локации данного поселка, я нашел 20 копеек российские, серебряные. Империя. Вот. А так по монетам скудно. Чем это вызвано, непонятно. Давайте разгадывать эту тайну, друзья. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте палец вверх и пишите комментарии. Поехали. Мешок с собой беру в карман. Это на случай, если будет металл какой-нибудь. Вот сюда вот. Опа. На готове. Сапоги надеваем. Размер огромный, но очень теплый. И это прям кайф. Опа. Как дети в садик. Пойдем, ребята. 3 градуса обещают. Ветер, правда. Но пока его нет, надеюсь, на машину ничего не свалится. Пойдем. Лазю по кустам. Ну вот. Первая находка. Еще в потемках. Посмотрите, это ножик для вскрытия ящиков цинковых. Вот такой вот. Как консервные банки вскрывать. Чик-чик-чик-чик-чик. Черный сигнал был. Что-то какой-то уголок тут, что ли. И вот медная проволока. Надо вытащить ее. Уголок медный. Ой, стальной. А проволока медная. Медяха. Немецкая электрика. Вот такая вот. Контакты медные, наверное. И проволока. Забираем. Вот, друзья, только пожаловался, и дедушка мне говорит, отвечает точнее: ты, говорит, не гони, братец, просто копай лучше.
И вот представительница класса монет достоинством 1 пфеник, цинковая единичка, попалась как подтверждение того, что все-таки монеты присутствуют. 43-й год. Ну вот такие вот пока что. Так что ставьте лайкос на серебро. Сейчас вокруг вот этого фундамента побродим с вами. Конечно, все перекопано, но многое копалось очень давно с примитивными приборами. Поэтому шансы всегда есть. На некоторых таких трубах бывают клейма производителя, поэтому я проверяю все время. Снова медь торчит. Эх, на змею бы не напороться. Они ж любят в таких местах прятаться. Это вот так. А вот это вот так. Вот тут чудеса какие. Опа. Смотрите. Плафон был. Германика чистой воды. Жаль, разбился. Надо почистить, да глянуть, что тут есть. Да генерал такой может восстановить в 2 счета. Он еще светить будет 400 лет. Даже проводка есть вон. Батюшки мои. И без меди с вами не останемся, ребят. Опа. Снова цветные дела пошли. Смотрите, какая огромная труба была. И вот тут вот бронзовый вентиль, кран. Блин, надо забирать, конечно. Сегодня целый день меня не покидает чувство, что я нахожусь под чьим-то пристальным взглядом. Кстати, совсем недавно еще почувствовал запах сигаретного дыма. Поэтому я плавно переместился к тому месту, где в прошлый раз копал, где какие-то находки были. Здесь как-то немного поспокойней. Так, ну вот первые плоды шурфа. Зацеп. Ложка, блин, поломанная. Вылетела. Что там есть что на ней? Вы видите? Не, без вензелей. Лысая. На цветнину пойдет.
стеклянная крышка от крема Nivea. Опачки, ребята, вот это уже не зря приехал. Смотрите, смотрите, что попалось. Клеймо, видите? Никакой пропаганды, ужасов войны, только история. С одной стороны подзалепило ее, конечно. Смотрите. А вот вам, пожалуйста. Сейчас почистим. Ну вот, как видите, один колос на троечку, а так в целом вот так вот получилось. Кокарда имперской рабочей службы. РАД. Ну а как же без велосипедов обойтись? Без запчастей. В накопитель металлический. Какая-то крышка. Давайте помоем и почитаем, что там написано. Какой-то крем был. Кортифлор, наверное, какой-нибудь. Ветер начинает раздувать. Ребята, как бы не накрыло, тут страшно. Надо металл же еще собрать будет. Жалко, Цезаря сегодня со мной нет, потому что по пути сюда очень много металла попадалось, и довольно-таки тяжелого, и цепи, и трубы. Но с места на место за собой таскать это не очень получается. Поэтому заберу только то, что накопал здесь и рядом с машиной, еще утром. Вот филиал. Ну что, ребят, сегодня что получилось у нас? Цветняха. Тут еще труба с этим краном цветным лежит. Здесь цветняшки, тоже медяшки. И железо надо дособирать. В принципе, сегодня вот с кокардой фартануло. От нуля ушел. Не знаю почему, совершенно не во всех местах, но с периодичностью возникает то самое чувство, когда за вами кто-то наблюдает. Хотелось бы послушать ваше мнение, ваше видение на этот счет, дорогие зрители и подписчики. Потому что я знаю точно, что не у меня одного часто в лесу возникает такое ощущение. Ощущение пристального взгляда со стороны. То ли это дикие животные наблюдают. Многие это объясняют именно тем. Кто-то говорит, что это такие специфические места, где раньше жили люди. Кто сталкивался с этим чувством, тот обязательно меня поймет. То, о чем я говорю. Не могу сказать, что это вызывает страх, но тем не менее и приятным это ощущение тоже не назовешь. Ну вот, теперь, когда металлодетектор чистый, лопата чистая и перчатки чистые, с чистой совестью можно отправляться в сторону автомобиля. Но нужно не забыть еще забрать металл, который я накопал утром. Добрался до машины, собрал еще то, что с утра накопал металл.
Фух, ребят, сегодня что-то как-то не очень комфортабельно в ментальном плане копать было. Что-то какие-то звуки в лесу такие. То запах сигаретного дыма, как будто кто-то курит, а никого не вижу. Нюх-то у меня хороший, зрение не очень. Нюх нормальный. Как-то такое вот постоянно под гнетом чего-то взгляда, как будто копал сегодня. То ли из-за ветра, не знаю, что-то какая-то гальма. Так что, друзья, все, отправляюсь домой. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался на канал Рыболов Копатель. Всем до новых встреч, здоровья, мира и добра вам и вашим близким. Пока.